Мир всем. Как поется в песне, вот я и вернулся. Дуся. Я дико извиняюсь за то, что меня так долго не было. Ну, как говорится, старые раны ветерана дают о себе знать периодически, особенно в зимнее время года. Сегодня отличная погодка, 8 тепла, солнышко светит. Чем не денек для возвращения в эфир. И сегодня нет, в принципе, особо каких-то важных тем для обсуждения. Ну, как вы уже, наверное, догадались, ну о чем еще можно говорить в середине зимы, кроме как о том, что должен делать велосипедист зимой. Поэтому немножко поболтаем об этом. Хотелось бы услышать в комментариях и ваше мнение тоже об этом. Ну и так еще, может быть, о чем-то, о том, о сём поболтаем. Погнали! Я надеюсь, видно эту красоту, эти горы. Надеюсь, что меня слышно. Выезжаю наконец на объездную. Здесь поток немножко поменьше транспортный, поэтому слышимость будет лучше, наверное. Я надеюсь. Сейчас мы проедем развязку и продолжим. Итак, ребятки, чем же должен заниматься велосипедист зимой? И на этот счет у специалистов есть несколько мнений. Одни считают, что можно продолжать тренировки, но с меньшей интенсивностью. Другие считают, что можно и нужно объемы накатывать. Третьи считают, что лучше менять, так сказать, немножко сферу деятельности, немножко поменять нагрузки. Тот же зал, допустим, прокачать мышцы, поработать над слабыми местами. Вот. Кто-то считает, что, в общем-то, можно продолжать в том же темпе. Также. Ну, это, наверное, наиболее абсурдное мнение, на мой взгляд. Я сторонник того мнения, что зимой велосипедист должен немножко все-таки менять характер нагрузок. Особенно если весь сезон он активно педалировал. С точки зрения биологии, поумничаю немножко. Педалирование — это не очень физиологичное для человека, так сказать, не характерное движение. Да, оно укрепляет связки, укрепляет мышцы при определенной работе. Но костная система совершенно не получает нагрузки, а следовательно становится более хрупкой. И при недостатке кальция в организме или еще каких-то нарушениях, или возраст, так сказать, уже за, все это очень нехорошо. Поэтому зимой хорошо бегать, к примеру. Чем хорошо? Тем, что, во-первых, нагрузки на суставы ударные уже, не те, что на велосипеде. Соответственно, кости укрепляются. Это раз. Во-вторых, работа сердечно-сосудистой, хоть и та же аэробная, но несколько уже в другом ритме. То есть, если на велосипеде вы где-то крутите, где-то катитесь, а если вы занимаетесь бегом, то вы бежите всегда, как правило. Ну или идете пешком, либо бежите. Вот.
Поэтому бег очень хорошая вещь. К тому же, если еще и в минусовые температуры, очень хорошо тренирует, так сказать, вашу дыхательную систему, чтобы вы меньше простужались, скажем так. Ну, если по каким-то причинам бегать у вас не получается или вам нельзя, может быть, вес слишком большой, вы можете навредить себе бегом, и такое тоже может быть. В этом случае есть старая, добрая, проверенная, не имеющая противопоказаний практически ходьба пешком. Ходьба тоже бывает разная. Можно по ровной ходить, можно ходить с палками. Скандинавская ходьба очень хорошая вещь. Можно ходить в горы, что дополнительно еще и прокачает ваши скиллы подъемные. Вот, поэтому, ну а если нужно похудеть, я так считаю, это вообще идеальный вариант. А худеть, ребята, реально надо зимой. Многие не понимают этого, как можно зимой вообще худеть, типа нагрузки уменьшаются, жрешь все время. Ну как, контроль, самоконтроль, ребята, поменьше жрать, следить за калорийностью своей пищи, поменьше углеводов. Вы их в сезон и так уже налопались, на всю зиму должно хватить. Побольше белка, побольше жиров нормальных, хороших, витамины. Ну и опять же, зима не повод, чтобы валяться на диване. Надо работать, и работать много. Тренажерный зал может хорошо помочь в этом плане. Вот. Опять же бег, опять же ходьба. И по 10 минут прогулочки там вокруг дома. А такая хорошая ходьба, регулярная, каждодневная, километров на 5 плюс. Чем больше, тем лучше. Навредить ходьбой себе весьма проблематично. Поэтому ходите, ребята, пешком. Укрепляйте кости, худейте, готовьтесь к сезону. Ну, как бы есть и другая сторона того, что вы меняете нагрузку, вы меняете, как бы немножко психологически разгружаетесь. То есть целый сезон вы работали, пахали. Кто-то даже, может, возненавидел велосипед, до такой степени упахался. Поэтому как раз есть время, чтобы сменить, так сказать, обстановку, ситуацию, разгрузиться психологически. И здесь, опять же, на помощь приходит то, что я уже говорил, ходьба, бег, зал. Если вы живете в более северных широтах, где зимой есть снег, то беговые лыжи – это то, что доктор прописал. Известно много случаев, когда лыжники, именно профессиональные лыжники, летом пересаживаются на велосипед, чтобы не терять форму, и ушатывают профессиональных велосипедистов. А все почему? Потому что те же нагрузки, те же мышцы работают. Все то же самое. Плюс работа, как говорится, на холодном воздухе. Все это сказывается, содержание кислорода в воздухе. Там много факторов. Это как бы тема скорее для спортивных врачей, биологов. Вот. Так что вот так вот.
диван это точно не то, что нужно зимой велосипедисту. Ну, расскажите в комментариях, что вы думаете об этом, как вы проводите зиму. Будет очень полезно узнать ваше мнение. Ну, кто-то скажет, мне велосипед не надоел, я и зимой катаюсь. Как бы, ну, никто не запрещает, почему бы и нет. Особенно неплохо поработать над техникой, если у вас МТБ. Велосипед есть, погонять кросс-кантри или циклокросс, что очень сильно может потянуть вашу технику и помочь вам уже летом. Вот. Если вы все равно продолжаете гонять на шоссейнике, ну, значит, у вас последняя стадия заболевания велосипедизмом. И вы уже без этого не можете. Токсикоз налицо. Лишь бы, как говорится, здоровье было. Ну, а вообще все равно в любом случае, конечно, какой-то хоть небольшой двухнедельный хотя бы перерыв нужен. Организм, он, знаете как, в мире все циклично. Погода меняется, сезоны меняются, утро, вечер, день, ночь. И человек тоже, у него есть тоже внутренние часы. И в определенный момент наступает время, когда ему требуется отдых не в виде там одного дня восстановительного, а прямо-таки двухнедельный, а может быть даже и месячный перерыв. Вот. Также надо не забывать, это я все к теме о периодичности, я все хочу сделать об этом, или статью написать, или видосик снять о периодизации. Все никак руки не доходят. Должна быть периодизация, иначе, как правило, тот, кто не придерживается периодизации, он либо перепахивает перед гонкой, а на гонке не может выдать максимум, либо не успевает подготовиться, так сказать, поднять свой пик гонки, и то же самое проигрывает. Хотя мог бы реально, допустим, выиграть. Поэтому периодизация очень важна. Но эта тема большая и не для такого короткого видосика, как сегодня. Пожалуй, ближе к весне постараюсь снять несколько коротких уроков для начинающих. Ну и там же поговорим о периодизации. Как-то так, наверное. Ну, вот, ребята, между тем потихоньку, полегоньку, за разговорами уже подъезжаем к Адьюхской развязке. На сегодня это, в принципе, наверное, и все. Вот. Там я развернусь и поеду обратно. Как говорится, хорошего понемножку. Да и батарейка на холоде быстрее садится, чтобы запись не оборвалась на самом интересном месте. Наверное, будем закругляться. Всем добра, здоровья крепкого, что сейчас актуально, по-моему. Занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой, давайте нагрузку своему телу, и будет все нормально. Остальное же от вас, как говорится, не зависит. Так что всем мир. Вы знаете, ребят, сейчас ко мне подкрался мой внутренний голос и шепотом так: а про станочек ты не забыл? Блин, забыл.
Ведь есть еще такая вещь, как велостанок. И, значит, выскажу свое мнение, так сказать, об этом орудии пыток. В целом я не любитель велостанка, хоть он у меня и есть. Но. В одном эта вещь просто незаменима. На станке вы можете очень хорошо прокачать свою технику педалирования. А это, я вам скажу, очень важная вещь в велоспорте. Если вы хреново педалируете, то вы едете очень неэкономно. Не говоря уже о том, что у вас могут быть проблемы с суставами, забиваться ноги, шея, позвоночник. Ну, много неприятностей. Поэтому хороший кругленький педаляж — это наше все. А лучше, чем на станке его прокачать, ну разве что в кросс-кантри можно. Если вы занимаетесь кросс-кантри, то да, вам станочек нахрен не нужен. А так, если он у кого есть, обращайтесь. У меня есть специальная программка, которая именно тренирует технику педалирования. Я вам ее скину, если надо. Вот. Так что вещь хорошая. Не забываем про него тоже.